Сегодня мы разберем 366-ю главу манги Черного Клевера. Аста вернулся, и теперь ему предстоит отомстить паладину Дамнатио за то, что он изувечил его друзей из отряда Черных Быков. Ох, честно говоря, такого Астера вижу впервые. Он невероятно зол, но в то же время сохраняет хладнокровие и ясность мыслей. В придачу, за оставшиеся 3 дня после пиршества в честь победы над Пятиглавым драконом, главный герой, видимо, смог еще немного прокачаться. Так что, хоть противники и успели натворить делов, но теперь пришло время расплачиваться за все, что они сделали с близкими людьми Асты, поскольку сейчас его сердце полно решимости и не станет больше колебаться. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 366-я глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Прежде чем перейти к сражению, нам показывают момент прощания Асты с людьми островного государства, которые приняли его, несмотря на то, что он иностранец, вылечили, показали, как управлять собственным ки и научились сильнейшей технике высвобождения силы страны Хина. После, используя глаз Тенгенцу, Рюда сообщает их гостю, чтобы тот готовился к возвращению обратно на родину, так как его друзья уже выдвинулись за ним. И затем из портала появляется Финрал, шокированный тем, как же далеко занесло их товарища. Но сейчас он прибыл, чтобы вернуть его домой, чему главный герой был безусловно рад, ибо наконец-то он сможет встретиться со своими товарищами. Однако нельзя не подметить то, что недавно Астер думал, что вообще он не сможет вернуться и увидеться с друзьями, так как со слов Рю он узнал, что они столкнулись с сильным противником. Так что появление Финрала стало для главного героя не просто лучиком счастья, а демонстрацией того, насколько далеко они готовы зайти, чтобы вернуть своего друга, даже когда это могло стоить им жизни. Но прежде чем отпустить Асту, сёгун страны Хина поинтересовался, сможет ли портал перенести еще одного человека, одновременно показывая на Ичику, говоря, что она одна из сильнейших в этой стране и может пригодиться им в битве. Вот только сама Ичика не хотела оставлять Рю без защиты, но в ту же очередь сёгун упомянул значимость уничтожения антагониста, ведь если они проигнорируют это и не помогут друзьям Асты противостоять ему, в конечном случае конец света может добраться и до их страны. К тому же так Ичика сможет наконец-то встретиться со своим старшим братом Ями, которого она по ошибке всю свою сознательную жизнь считала мерзким человеком. Так что это будет прекрасной возможностью встретиться с ним спустя столько времени. Вот только насчет этой встречи у меня появляются некие сомнения. Раскрывать данную идею я сейчас не хочу, поэтому ожидайте в пятницу ролик на эту тему, как раз на мой день рождения, так что приход обязательный для каждого, я проверю. Но чтобы Ичика так сильно не волновалась, Мушуга заявил, что возьмет на себя защиту страны и сёгуна, ибо ему, как сильнейшему из семерки, как раз это было под силу. После чего, с пожеланиями Рюда добиться им своего и уничтожить Люциуса, взяв Финрала за руку, эти двое отправились по ту сторону портала в Ведьмин лес. Кстати, за портал, хоть он действительно очень классный, ведь позволяет найти и телепортировать кого угодно, несмотря на расстояние, однако из-за ограничений он, видимо, не может переместить целую толпу людей. Хотя, интересно, а если бы за Финрала остальные вцепились паровозиком, получилось их бы вытянуть на другую точку планеты? Как вы считаете? Вернувшись обратно на материк, Асте открылась ужасающая картина. Все ведьмы, все его товарищи были избиты до полусмерти. Это впервые, когда главный герой настолько сильно был опечален. Я бы даже сказал, в этот момент он наверняка усмирял свои эмоции, чтобы не вспылить после увиденного месива. Дамнатио
Дамнатио же, как будто ожидая появления пространственного мага, гордо заявил, что уничтожил всех людей, чинивших ему сопротивление. И теперь та же участь ждала и их тоже. Вот только не дожидаясь его окончательного слова, призвав меч демона разрушителя, Аста мигом уничтожает пространство влияния его магии и весов, что позволило Финралу собрать пострадавших около портала. Астер надеялся, что ребят все еще можно было спасти, поэтому он попросил старшего заняться их спасением, пока он в одиночку займется уничтожением противника. А на возражение Финрала Аста с уверенностью ответил, что он больше ни за что не проиграет. При этом его злой, но хладнокровный взгляд явно был сконцентрирован на противнике, учинившего весь этот ужас. Сам же Дамнатио отметил, что против человека, в коем не было ни капли маны, его магия весов была бесполезна, так как не было чего лишать противника. Поэтому Кира решил использовать во имя правосудия атмосферную магию и тут же атаковал ее паренька. Но Аста, даже не шелохнувшись, уничтожил незримую вражескую атаку, при этом образуя некое поле из антимагии вокруг себя. Так что, возможно, за 3 оставшихся дня главный герой сумел создать зону маны в исполнении антимагии, и это просто прелестно, поскольку теперь ему даже не придется уклоняться или непосредственно воздействовать на магические атаки врагов, чтобы рассеивать их. Однако антимагическое поле вокруг ГГ может быть даже не зоной, а просто тем самым свойством третьего меча демона разрушителя. Так что тут есть 3 варианта. Либо Аста и правда смог создать зону антимагии, так как полностью изучив искусство управления Ки, он получил больший контроль над антимагией, что собственно и сказал Финрал. Второе, это может быть просто свойством третьего меча, или же третье, это все-таки зона антимагии, а меч демона разрушителя используется для лучшей нейтрализации магических эффектов. Так что пока нам не сказали это в лицо, придется догадываться, зона антимагии это или нет. А как вы считаете? Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Дамнатио уже совсем не ожидал, что его оппоненту удастся противодействовать его незримой атмосферной магии, от которой невозможно было уклониться. После чего Аста так вообще затроллил его, говоря, что как же жаль, что его супер непреодолимая магия, оказывается, совершенно не сочетается с силой дьявола Либия, и поэтому его ничего не остановит отвесить ему смачных люлей. С этого момента паладин начал проявлять слабость, отрицая напрочь возможность им поражения, говоря, что став святым рыцарем, он заполучил огромную силу, возможно, он даже стал сильнейшим среди всех паладинов, так как только его отмечали как противника, который был сильнее верховного дьявола, сравнивая его скорее всего с 50% проявлением Люцифера. И поэтому Кира считал, что жалкие физические атаки не помогут оппоненту победить его, а значит он не отступит, и все грешники, посмевшие помешать сотворению мира Люциуса, во имя справедливости будут уничтожены. Вот только Аста возразил, что в его действиях вовсе не прослеживалось никакой справедливости, после чего одним мощным рывком, используя технику ZN, Астер рассекает противника надвое. Замечу, что в сражении против, скорее всего, сильнейшего из святых рыцарей Люциуса, главный герой даже не использовал режим единения с дьяволом, и все равно налегке смог расправиться с Дамнатио. Однако Кира сильнейшим был лишь в совокуплении со своими магическими способностями, которые были легко законтрены антимагией даже не на максималке. Клонов у этого паладина скорее всего нет, так что можно сказать, что это была безоговорочная победа Асты, который унизил творение Люциуса, используя против него лишь горсть своей силы. Обидно, что нам не раскрыли больше способностей силы демона Баала, а то получается, что его упомянули и тут же забросили, поскольку Дамнатио был повержен. Однако я не думаю, что так легко, как сейчас, будет и дальше, ибо против антагониста, обладающего полной силой Люцифера, дающей ему невероятный баф на физический урон, будет совсем нелегко. И это только один из вариантов, что мне пока пришел в голову, а у него есть еще множество дублей, и хрен знает сколько еще козырей в рукаве. Так что с нетерпением будем ожидать следующую главу. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.